It's nice coffee. You know what is this? Cacao. Tomato, 1,000 rupees kg. Ice, ice, ice. You want ice cream? It's environment, it's very beautiful. Everywhere cleaning. Друзья, всем привет! Вы на канале Work and Travel, и мы давно не выходили на связь. Не делали никаких новых видеороликов с Джанхави и о том, как мы приехали в Россию, что мы испытали. В общем, на самом деле мы уже через многие вещи прошли. Мы в Россию прибыли 4 декабря. Сегодня у нас 17 или 18 даже января, то есть почти 2 месяца мы пробыли в России. Go there. I want to show size this dog. It's not small. You know, if it's up, he can be bigger on me. Yeah. Ice, ice, ice. You want ice cream? Холодно! Столкнулись с такими проблемами, как приехали когда в Пятигорск, мы узнали, что мы не сможем там привязаться, например, к врачу в женскую консультацию. Нам потребуется прописка, постоянное место жительства. То есть по временной регистрации там где-то остановиться не получится. Вот. И вообще, почему мы уехали из Пятигорска? Там был вообще отличный климат. Джанхави, you like Пятигорск? So much. Мы с Джанхави отправляемся в Пятигорск из Ессентуков на поезде. Сейчас посмотрим ее реакцию. You can say something. What you feeling? I like so much. What about this tree? Yeah, it's very beautiful. I like its environment, it's very beautiful. Everywhere cleaning. Of course, it's no so much cold. I can go easy outside. We go for a walk also sometimes. Sometimes we go buy vegetables also. Bum bum bole, chalo chalo. Climate, it's nice. It's perfect place. Yeah. I can breathe, my nose open when I go outside. Some it's white snow, some it's other colors. Other color. It's name Old Snow. В общем, она говорит, смотри, Ники, здесь черный снег, а здесь белый. You saw first time snow. What is snow? What is snow? I like it. I like it. План был такой, мы должны были приехать в Россию, в город Пятигорск, потому что это юг России, и для Джанхави там бы было не так холодно. Вот. Ну и сам город, он как бы красивый, на границе находится с Кабардино республикой, там внизу Эльбрус, в общем, много чего интересного можно было посмотреть, но мы там не задержались. Все из-за того, что возникли проблемы с пропиской. Вот, нужно было иметь имущество, чтобы получить в дальнейшем вид на жительство. К сожалению, имущества в Пятигорске у нас не было. Но Джанхави очень понравилось быть там, потому что она могла легко выйти на улицу, погулять где-то в каких-то моментах. И Джанхави первый раз видит стакан для кофе. You first time saw this? Yeah. No, it's okay directly. It's sugar. It's nice coffee. You know what is this? Cacao. Какао. Какао. В общем, не нашли ничего вегетарианского, взяли по классике большие бургеры. Для нее с курицей. Она говорит, Никит, ну возьми тогда с курицей, что я попробую. У нас уже был такой опыт в аэропорту. Ну и картошку фри она любит. Кстати, цены там очень даже отличаются от Хабаровска. В Хабаровск мы приехали, мы просто в шоке. Помидоры 220 рублей, огурцы в такую же стоимость. Как бы мы поняли, что Especially tomato. не все так просто, как казалось. Вот, ну, you can explain your reaction and... When I been first time with you, you remember when we go hospital and you show me this market and tomato 1,000 rupees kg. Which market? In Khabarovsk? Yeah. 1,000 rupees ruble. I saw 800, 700. God, some place 300, 200.
Она удивилась, ну, вернее, была шокирована нашими ценами на овощи, вот именно уже в Хабаровске. Мы зашли на центральный рынок, она говорит: Никита, возьми свежих овощей, ну, зелени, что-нибудь такое. У них в индийскую кухню они всегда используют кориандр. Кориандр — это кинза. Кориандр. В Пятигорске мы брали что-то в районе 20 рублей, там, ну, небольшой пучок. Здесь мы зашли, how much кориандр in Хабаровск? More expensive. В общем, Хабаровск нам... 100 rupees. You can see we've been in this supermarket, small supermarket. I think it's around 100 grams and it's 100 rupees. 100 rubles. В общем, в ценовой политике Хабаровск, конечно, проигрывает Пятигорску. Но, как говорится, здесь квартира, здесь можно сделать прописку. Вот, собственно, почему и пришлось нам уехать. Вообще мы не читали, не смотрели, не искали никакую информацию по поводу переездов, какие документы понадобятся. Мы знали, что у нас есть квартира в Хабаровске, если что, можно будет всегда приехать туда. Но вообще рассматривали такой вариант, как покупка дома в Пятигорске. Но мы ничего не нашли за те деньги, которые у нас были на руках. И там действительно там можно купить квартиру. I say you can buy apartments in nearby Пятигорск. Я нашел в городе Лермонтове однокомнатную квартиру 33 квадрата в бывшем общежитии. Она висела на продаже за 720 тысяч. Я такой думаю, блин, взять или не взять? Ну и даже не поехал туда смотреть. Не знаю почему, но как бы решили мы в Хабаровск прилететь. Вот так. Я не знаю, может быть, это было правильное решение, может быть, нет. Она говорит: Никита, у тебя здесь дед. You say, you have a grandfather, come and let's go in Хабаровск. Мы хотели увидеться с дедом, позвонили деду, а он, оказывается, с ковидом, ну, в больницу попал. Вот 5 января его забрали, и мы с ним так и не увиделись. Мы прилетели в Хабаровск 31 декабря, прямо на Новый год. Пой, скотина, блядь! Happy New Year! Happy New Year, everybody. In Russia. Yeah, in Russia, not in India. Все было закрыто, рестораны были закрыты. В 10 часов 30 минут мы from evening we walking in our red square. How is Russia? Huh? How is Russia? What's the time? 10. Еще китайчиков много. 2 hours more. 2 hours more, yeah, come. And we not found no one open Any restaurant. Yeah. И Джанхави была шокирована. Она говорит: что у вас, типа, на Новый год, праздник, ничего не работает, сейчас время зарабатывать деньги. Конечно, в Пятигорске в этом плане совсем другая движуха. Вот, но вы, конечно, задавайте вопрос, пишите, спрашивайте. Давно мы не выходили, так сказать, в эфиры, не общались с вами. Ну, такие у нас проблемы возникли. Ну, на этом все, в принципе. Так, ну, you can explain what we will to do next. Let's see after delivery what we want to do next. Yeah, but I'll tell you be clearly. When I saw vegetable price in Habaras, I feel literally very crazy. So, yeah, right? It's winter. In India, winter we have vegetable very cheap. I already saw Nick tomato. It's you can see 19 rupees kg, 19 ruble. It's very nice. Yeah, I know Habaras more cold, so much cold place, but Russia has so much earth, so much earth. I hope summer get everything very cheap. В общем, у них сейчас в Индии сезон идет на цены на овощи. Помидоры по 20 рупий,
Which price you have vegetables right now? Cucumbers? Cucumber 29 rupees kg. Uh-huh. 19 rupees kg right now. Tomato and coriander. No, you say 20 tomato. Yeah, 19, 19. Okay, next. And the best thing right now we have peas, green peas. It's around 20 rupees kg. And winter season, Indian people eat so much palak, Spanish, and green peas. We like so much in winter season. В общем, в чем проблема, собственно? Мы уехали из Индии из-за того, ну, какой вообще был план? План был такой: приехать в Россию, родить ребенка бесплатно. В Индии родить ребенка нужно заплатить деньги. Там существуют больницы. I'm explain why we come in India for make delivery free. But in India you also can make delivery free for kid. Actually, India have one problem. I'll tell you one thing. For make delivery, doctors say yes, you can make, but end moment when you go for delivery, they make every documents like your registration, every documents. But when you go for delivery, doctors say, oh, we can't allow because of this girl have some problem. We want to make a scissoring, and for scissoring, you must pay. In India right now, one problem very big for women. They make every time scissoring. I don't know why. You can cancel this problem? It's not possible, Nick, because doctors scared people. Oh, Bob, baby stuck in what? It's like small thing from. But delivery kit in India is free? I don't know. I'm listening from some people. Before government not buy take bed charges. It's free, totally free. But now per day 300 rupees charges you must to pay. Bed charges and medicine government not provide. You must to buy from outside. Medicine also not provide Russia, but for Okay. delivery I must only delivery. I don't know. I saw my sister Anu. She make everything free. She would go hospital and write her name like for free delivery. But what is next? End moment, the government people say we can't take you because your baby can be die if you born your baby here. And Anu husband very scared and he go private hospital. He pay 1,50,000 rupees. It's crazy situation sometimes in India. That's why we think if it's easy, we can come here. I really don't understand you. Before you say it's not free. Free hospital, it was very dirty. You've been for COVID test, do you remember? I've been there. Yeah, it's only we have this hospital. It's But government. I'm not sit inside, not any room. It's very dirty, Nick. You already saw from outside. You can imagine inside. I don't been inside. Aman admitted hospital. You remember? I'll show you photo. Maybe you forgot. It's very dirty place. But in India, medicine it's free or no? What Medicine not free. Never. But No. For me, when I... Ребят, короче, у меня была такая ситуация. Я в Ченнаи, когда приехал из Вьетнама, у меня была травма ноги. Вот она. Здесь мне зашивали, я сломал 2 пальца, там... Короче, были проблемы, и когда в Ченнаи приехал, у меня нога опять стала загнивать. Это был мой первый визит. И мне сняли швы и обработали ногу совершенно бесплатно. То есть все ништяк было. А Джанхеви... Короче, я не... For foreigner people, government hospital it's free, Nick. For foreigner people. Говорю, для иностранцев, типа, все бесплатно. Everything? No. Но не все. Not everything. Not everything. В общем, поэтому мы приехали в Россию, чтобы, первое, родить ребенка бесплатно,
Второе, получить выплаты на детей, пособия. Третий момент, заодно посмотреть Россию и, ну, как бы понять, понравится здесь Джанхеви или не понравится. Потому что Джанхеви, you never been in abroad. I want to tell you one thing. I'm explain why we come in Russia. For make delivery kit, Yeah. for get some money for kid, and for visit abroad for you. Yeah, I want to go Paris. It's my all dream. Explain, what about Russia? See, I like environment, very clean, no dirty place. Everything you can walk easy. I like it. It's very clean. No stuck road for car. It's different. For walk, it's different. No people disturbance. Говорит то, что у нас есть место для людей, для пешеходов и для машин. Они, ну, не пересекаются, как в Индии, что ты идешь просто по одной дороге. Yes, I'm agree. I like one thing so much in here. I mean here and Pittigors also. In India, if you call ambulance, we call ambulance. Emergency calls. Okay. They take money. You must to pay for ambulance. They include your in bill. They when they make bill. But here, one call, they come for check. They check also, doctors. If it's serious, they take hospital, and it's free. Wow. Она сейчас рассказала, ну, мы Джанхави вызывали несколько раз скорую помощь. За нами приезжали на машине, она никогда такого, ну, не видела ни разу. Говорит, в Индии есть тоже такая скорая помощь, но она берет за это деньги. И, ну, ей понравилось, что в России так. What you like more? Это действительно круто. I like. It's enough. I'm not so because I'm not going outside. Yeah, that day minus 15 degree outside temperature. I've been outside. I like one thing so much. Indian people also watch this video, and they all when someone dog lover, they already know India don't have rule about dogs, and I saw dogs very independent. No, nothing they use. They play easy. I think everybody independent. No mask, no rules. Yeah, I like it. I like one thing so much. Dog play very easy. Nobody say why you open your dog. Why you do it this? You crazy. But in India, if you do it this, police take you. Compulsory. Джанхави восхищается Россией, но она пока изучает, и вот ей нравится, что с собакой можно ходить, никто тебе там ничего не запрещает, как в Индии, там надевать намордники или ошейник, поводок. В общем, yes, we have this. Так что в этом плане Индия и Россия есть, ну, небольшие отличия. Ну, как небольшие, они огромные в чем-то, но Джанхави пока только знакомится. Вот, но у нас какие дальнейшие планы? Сейчас мы ждем Джанхави справку о несудимости, чтобы получить РВП. Вот, прописку мы уже сделали, это было несложно. Следующий наш шаг — это записаться на запись на собеседование по РВП. То есть там нужно собрать определенный пакет документов, одним из которых вот этим документом является справка о несудимости. У нас в России есть такой сайт госуслуги, через который можно получить эту справку, если вы находитесь за границей. Там в течение 30 дней она приходит удаленно. У них в Индии такого нету. И сейчас Джанхави просто рвет одно место, чтобы, ну, как-то получить информацию. Жалко, что мы до этого не додумались сделать еще в Индии. Там мы вот немного озадачились не теми вещами, не туда смотрели. Now I am explain. We need one document, your criminal report. PCC. Forget other permit, resident permit. Вот такие дела. Так что
как только получим, мы тоже об этом обязательно расскажем. Там вроде как еще такой есть момент, чтобы получить РВП, нужно сдавать... Criminal record. Okay. When I say my mom, mom, I need one more document like criminal record. I'm not doing bad thing like murder, something else in India. My mom very laugh. She say, what is that? It's type of rule. Yeah, I think. For everybody, same rules. For us also. But we can get distensions 30 days from Russian application. Так вот, я не договорил. Вроде как Джанхави придется сдавать экзамен на знание русского и истории. It's very difficult, you know. I like everything. But what is that if you want to live in Russia, you must to speak Russian? Why? Not leave if you want to get documents. Кстати, да, вот нам выдали частную визу на 3 месяца. И после, по ее истечению нужно будет продлять. Продлять либо нахождение в самой стране, в России, либо как-то успевать делать РВП. Вот, но сейчас сказали, в ковид это все возможно. Будем стараться, будем пытаться. Какое how many months, kid? Week? Start 6th. 6 месяц у нас начинается скоро. Мы уже перестали считать. Я похудел, если вы заметили. У меня лицо прям очень плоское. I'm say about my face. It's very slim now. Потому что вот эти 2 месяца я просто бегал, что в Пятигорске, что в Хабаровске. Я сейчас ищу работу. Вернее, уже нашел. Сейчас присматриваюсь. Не поверите, что за работа. В следующей серии расскажу. Actually, Khabarovsk it's very far, very far from Moscow. Говорит, Хабаровск это очень далеко от Москвы. Но мы на самолете добирались. Хотели, конечно, на поезде, но поскольку Джанхави беременна, она бы не выдержала. Вот так. Так что были всех рады видеть. Задавайте вопросы, обязательно пишите какие-нибудь свои идеи. Мы уже думали, может быть, начать готовить по выходным, готовить индийские блюда, делать доставку по Хабаровску. Вот, потому что также работать нужно, зарабатывать денежки. И будем потихоньку присматриваться к России. На России есть очень много планов, но будет все зависеть от Джанхави. If she like Russia, if she feel comfort, feel good here, we can think about how we can live here. Actually, seriously, I want to meet with Grandpa. I'm very excited. When I've been in Pettigorsk in Russia, I think I can stay with Grandpa. У нас был, да, кстати, план такой, что если мы приедем в Хабаровск, мы заберем деда. Вообще мы еще хотели это в Пятигорске сделать. Мы сняли дом, причем туда бы он поместился. Там было 2 комнаты там было, как минимум. Кстати, это дверь дома, который мы арендовали. Ужасный замок. Джанхави говорит, давай снимем дом, возьмем собаку и будем жить как все нормальные люди. Вот, но мы приехали, собаку нам не разрешили снять, вот такой вот домик маленький. И мы планировали взять деда, но когда узнали, что нужна постоянная прописка, и только это сделать можно в Хабаровске, в общем, наши планы конкретно поменялись, и все это немного пошло не по плану. Вот, поэтому Джанхави представляла себе все по-другому. Вот так вот бывает. Ну, ничего, я думаю, мы справимся. Нам главное провести роды, они будут в мае. После мая это last days of April or starting days of March. Delivery? May. Doctors say 17 to 25th April. Cool.
17-25 апреля, говорит доктор. Мне так не кажется, ну, посмотрим. Вот. После родов мы уже подумаем, что делать дальше и как бы стоит ли нам оставаться в России. Потому что, несмотря ну, как бы на нынешнюю ситуацию, то, что страны закрыты, это дело одно. Но второй момент, в Индии очень дешево, но в России есть много очень разных фишек, таких бесплатных. Можно получить землю, можно получить вот эти выплаты на детей. В общем, нужно сейчас заниматься, заморачиваться, изучать все это и потихоньку строить план. Вот. Так что, если у вас по поводу тех, кто хочет работать за границей, я буду по возможности читать, изучать материал, нынешние законы, нынешние правила, и будем тоже делать контент по поводу работы за границей. Вот. Say bye. Мы прощаемся с вами. Пока-пока. Прощаемся с вами и увидимся в следующей серии. Всем пока.